По сообщениям иностранных СМИ, бывшей жене голливудского любимца Джонни Деппа будет предъявлено несколько обвинений в уголовных преступлениях, если она проиграет суд в апреле этого года. Наверняка вы знаете обо всей этой истории судебных тяжб между Джонни и Эмбер, и точно знаете, какие проступки совершила актриса глубокого оврага и Зомбиленда. Но что будет с ней, если она проиграет? И о каких обвинениях говорят зарубежные СМИ? Жмите подписку, чтобы отблагодарить автора видео, и давайте наберем 50 тысяч подписчиков. Привет, друзья! Хочу сразу поблагодарить Надежду Мирошник и Варвару Пивторан за присланные работы на конкурс по «Фантастическим тварям 3», где условием участия было изобразить Джонни Деппа в образе Гриндевальда к третьему фильму магической франшизы. Бывшая жена Джонни Деппа и ее сообщники могут столкнуться с многочисленными обвинениями в уголовных преступлениях, если она проиграет предстоящее судебное разбирательство по делу о клевете в отношении Джонни Деппа в апреле 2022 года. Адвокаты Хёрд и ACLU отчаянно пытаются добиться прекращения дела о дефамации до суда, потому что он раскроет более серьезные уголовные преступления, которые могут привести к выплате более 50 миллионов долларов. Но ни сторона истца Джонни Депп, ни судья штата Вирджиния Пенни Аскарата не пойдут на это. Команда юристов американского актера выдвигает на первый план предстоящее судебное разбирательство по делу о дефамации против Эмбер Хёрд, которое должно состояться в Вирджинии 11 апреля этого года. Адвокаты Джонни Деппа делают все возможное, чтобы разоблачить ответчицу, так же как Хёрд и ее сторонники сделали все возможное, чтобы скрыть благотворительное мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Хотя это всего лишь дело о клевете, это может привести к уголовному преследованию. Доказательства, которые адвокаты Деппа хотят предоставить в суд, могут открыть ящик Пандоры и привести к федеральному расследованию, сказал изданию Pop Topic его источник. Точно так же, как лжесвидетельство госпожи Хёрд в Великобритании положило начало федеральному расследованию Министерства сельского хозяйства Австралии, доказательства, представленные в суд Вирджинии, скорее всего, закончатся расследованием ФБР в отношении Хёрд прямо здесь, в США, добавили они. Команда юристов Джонни Деппа уверена, что итоги судебного разбирательства этого года в деле о дефамации против Хёрд правоохранительные органы США могут использовать как доказательство для преследования Хёрд за другие ее преступления. Точно так же, как актриса попыталась использовать решение суда по делу о клевете в Великобритании, чтобы отклонить иск Деппа о клевете в США. Источник продолжил: быть признанным виновным в клевете – это наименьшее из беспокойств Хёрд прямо сейчас. Она может рассматриваться в нескольких серьезных обвинениях в уголовных преступлениях и может провести следующие 5 лет в тюрьме. Ей будет 40, когда она выйдет, и ее карьера будет закончена. Два из уголовных преступлений могут включать мошенничество с благотворительностью и уклонение от уплаты налогов. Адам Уолдман разоблачил 35-летнюю актрису во лжи в том, что она пожертвовала всю сумму своего бракоразводного процесса, которая составила 7 миллионов долларов США, на благотворительность. Актриса показала в британском суде, что она пожертвовала деньги ACLU и детской больнице Лос-Анджелеса, которые авансом указали ее донорам на своих официальных сайтах, несмотря на то, что не смогли предоставить каких-либо четких доказательств транзакций бывшей жены Джонни Деппа, кроме 100 тысяч долларов от имени Хёрд, но со счета Джонни Деппа для детской больницы. Кроме того, выяснилось, что ACLU помогали Хёрд в написании и редактировании клеветнической статьи для Washington Post, которая послужила основанием для Джонни Деппа начать судебный процесс. Судья Пенни Аскарата в предстоящем судебном процессе раскритиковала Хёрд и ее команду за то, что они тратят время суда впустую и недостаточно прозрачны. ACLU даже пытался использовать правовую систему, подав записку амикус, пытаясь добиться прекращения судебного разбирательства, несмотря на правила, согласно которым лицо, непосредственно связанное с делом, не могло этого сделать. Команда юристов Джонни Деппа ответила ACLU за то, что они не провели должной осмотрительности при расследовании заявлений Эмбер Хёрд и встали на ее сторону без единого доказательства. Затем Хёрд и ее команда юристов попытались передать дело судье Пенни Аскарата из округа Фэрфакс, штат Вирджиния, но апелляция Хёрд об отмене иска была снова отклонена. Однако достопочтимая судья Аскарата
аппарата из округа Фэрфакс разрешила юристам Хёрд внести изменения в ее ходатайство об отклонении, но сказала, что ее третья попытка отклонить будет бесполезной, а также предупредила, что если будет установлено, что Хёрд напрасно потратила время суда, для нее будут юридические последствия в виде санкций. По заверениям Хёрд, она говорит правду. Тогда почему она так беспокоится о том, что на нее могут подать в суд за клевету, и почему она так отчаянно пытается отклонить судебный процесс? Согласитесь, это признак вины. Эмбер Хёрд виновна, и многие люди были привлечены к уголовной ответственности из-за ее многочисленной лжи. Это дело не уладить. Джонни Депп начал битву, чтобы очистить свое имя. Его репутация значит для него больше, чем деньги, и никакая сумма не сможет убедить его в обратном, сообщил источник. Стремление Эмбер Хёрд закрыть это дело – огромный признак вины. Им нужно отказаться от этого судебного процесса, и они бросят на него все силы, чтобы это произошло, потому что это может разоблачить гораздо больше, чем просто клевету. Просто подумайте об этом. Почему ACLU солгали о пожертвовании и почему они так отчаянно пытаются помочь ей здесь? Я уверен, что некоторые федеральные агентства заинтересованы в том, чтобы выяснить, куда ушли деньги Деппа и, скажем, якобы Маска. Это факт, а не вымысел, и это, безусловно, уголовное преступление, заключили они. На канале «Файлы Джонни Деппа» мы запускаем проект в поддержку звезды Голливуда перед апрельскими слушаниями. Итак, чтобы выразить Джонни поддержку, пришлите свое фото с надписью «Never Fear Truth» на мою почту deppfiles@gmail.com. Крайний срок для отправки фото 1 апреля 2022. Все присланные фото я соберу оригинальным способом и отправлю любимцу публики в соцсети со словами поддержки от всех нас. Похоже, у Эмбер Хёрд есть секретный псевдоним, который она никогда не раскрывала публике. Записи на человека по имени Лариса Ванда были прикреплены к Хёрд с 2018 года и, похоже, следовали за ней в ее родной город в Остине, штат Техас, а также в Лос-Анджелес, штат Калифорния, и вплоть до Европы. Могла ли Хёрд использовать этот псевдоним для уклонения от уплаты налогов? Время покажет. 11 апреля 2022 года в штате Вирджиния состоится судебный процесс по делу Деппа против Хёрд. Будет ли Эмбер Хёрд признана виновной в тяжких преступлениях, станет ясно в ходе этого судебного процесса. Кстати, будет прямая трансляция этого дела из зала суда. Сделать ли нам прямую трансляцию на этом канале с ответами на ваши вопросы в чате? Напишите в комментариях. Не забывайте хэштеги Justice for Johnny Depp. С вами, как всегда, был Владимир и файлы Джонни Деппа. Берегите себя, мирного вам неба и пока-пока.